Так, ну что у нас? Ага, так, процесс вроде бы идет. Надо самому тут тоже посмотреть, где это. Алло? Так. Процесс у нас. Шо так, чуть-чуть так сделаем. Ага. Угу. Так, интересное сообщение. Нет, сделаем все, чтобы были видны. Так, всем добрый вечер. Кто пришел? Никто не пришел. 4 человека. Из них 2 мы с администратором. Да, будем сидеть тесным семейным кругом. Так, вот эту фигню я выключу, чтобы самого себя не слышать. И будет хорошо. Будет хорошо. Так, ну что, господа и дамы и господа. Так, как всегда, жду ваших вопросов. Да, добрый вечер всем. Вот. И будем что-нибудь интересного разговаривать. Да, кстати, к вопросу, не еврей ли я, как многие пишут в комментариях, вы только на него посмотрите, это еврей, и он дурит гоев. Сегодня суббота, все стримы у меня проходят по субботам, а шаббат для еврея вообще это святое, да. Так что, видимо, все-таки я не совсем еврей или какой-нибудь неправильный там, ну, в общем, идиотов, как всегда, не переспорить, не убедить. Им можно только внушить. Желательно с палкой в руках. Так, господа, вопросы. Мне потому что сегодня даже по большому счету рассказывать нечего. Могу только пожаловаться. Да. На YouTube. Просмотры он занижает категорически. Это что-то с чем-то. Смотришь, столько просмотров. Через полчаса зашел, бамс, несколько десятков нету. Куда делать, хрен его знает. Так. Ну, в принципе, да. С перцем так оно. Там идет, потому что идет некоторое раздражение кишечника легкое. Вот, раз. Опять же, все-таки достаточно в кишечнике все равно всякой заразой сидит, которая начинает дохнуть, и организм начинает это хозяйство сбрасывать. Банально берете, набираете в гугле капсаицин, читаете информацию. Что это такое, где применяется, как используется. Вот. Это в том числе у нас и противоопухолевое средство. Хорошее причем. Так, стоит ли применять солодку для очистки лимфы? Нет, я уже об этом рассказывал достаточно подробно. Так, скажи, кто вы по образованию? По образованию я юрист. По диплому, в смысле, я юрист. Специализация уголовное право. Работал следователем. Да. Вот. Готовился поступать в медицинский. Вот, даже ходил на факультативы. Но потом пошел в юридический. Да. Вот.
А дальнейшее образование медицинское получал для себя, поскольку мне это было интересно. Вот. И в основном, ну, самую значительную часть я получил самообразование по медицине тогда, когда мне сказали, что ходить я больше не буду. Вот. Что в лучшем случае мне теперь обувь без шнурков нужна, а вообще мне нужна колясочка для того, чтобы иметь возможность вообще куда-то передвигаться. Вот. Вот тогда пришлось заняться медициной плотно, своим здоровьем в частности. Вот. В принципе, на сайте у меня все это хозяйство описано. И вот оттуда все занятия медициной и пошли. Вот. Все, банально. Поэтому, еще раз, понимаете, есть образование по диплому, есть самообразование. Вот. Какой университет закончил Гален? Кто мне скажет? Вот. Какой институт закончил Пифагор? Или Архимед? Кто мне скажет? Ну. Сейчас такая глупость, как вот у тебя диплом, поэтому ты должен работать специалистом. 90-е и начало 2000-х очень хорошо показали, что специалист с дипломом нахрен никому не нужен по большому счету. Вот. Народ был вынужден переквалифицироваться в тех, кто нужен. Вот. Да, физики, ядерщики начинали работать штукатурами, а, соответственно, штукатуры, пытались стать ядерщиками, физиками. Вот. Понимаете? Ну и что дальше-то? У нас специалистов с дипломом, идиотов, криворуких, безмозглых, выше крыши. Диплом мозгов не заменяет, ребят. В принципе, не заменяет. Вот изначально у меня, в принципе, все расписано достаточно подробно на сайте, чтобы любой человек, у кого есть вопросы в отношении моей квалификации, мог зайти и почитать. При этом мнение тех, кто проходил мимо медицины, не интересно. Мне интересно мнение всегда врачей. Врачей, желательно клиницистов с хорошим опытом работы. Не студентов, медиков, не тех, кто, значит, там чуть-чуть что-то где-то как-то поработал, нахватался вот это вот хренотени нынешней современной, да, вот, которая уже не медицина, а что это, менеджмент от медицины. Вот. Мне интересно всегда общаться с людьми моего возраста, старше, медиками. Понимаете? Потому что, да, эти люди меня понимают, эти люди понимают, что я рассказываю, эти люди применяют то, что я рассказываю для себя. Вот. И в том числе эти люди к своему возрасту уже поняли давным-давно, что та медицина, на которую они работают, это не совсем то, о чем они думали в самом начале. Вот. А в тех вещах, которые я рассказываю и пишу, они находят ответы на свои вопросы. Вот таким вот образом. Все остальное, по большому счету, кто там что считает, как мне там что говорит, и так далее. Это глупость. Мне это не интересно. Так. У меня было достаточно много случаев, вариантов, когда, понимаете, человек приходит на консультацию, и приходит не один, притаскивает с собой врача, который решил на меня посмотреть, там, знакомый его. Ну замечательно, да. Давайте посмотрим на этого шарлатана, да, на этого жулика и так далее, на меня-то бишь. Вот. Обычно, значит, заканчивалось тем, что мы с врачом плотно обсуждали какие-то вопросы, проблемы и так далее. Все, собственно. Понимаете, консультация превращалась из консультации одного в консультацию двоих. Это просто практика. Вот эти встречи мне не страшны. Вот. Так. Спартак Гагаберидзе, я вас уважаю. Спасибо. Да, Берта, здравствуйте. Спасибо вам.
Так, применяю черный тмин пока вместо перца. Ну, тоже неплохо. Хоть что-нибудь это уже хорошо, понимаете? Хоть что-нибудь. Это простой самый принцип. Самый простой принцип. Глисты не любят продуктов с ярким вкусом, с ярким цветом, с ярким запахом. Все, ребят. Все остальное, соответственно, все, что отвечает вот этому описанию, оно прекрасно подходит. Единственное, что не все фрукты в состоянии выгнать глистов, опять же, во-первых, глисты в состоянии адаптироваться, как любой живой организм. Вот. Во-вторых, часть гельминтов всегда находится либо в путешествии по кровотоку, либо в виде яиц, например, вот, и так далее. Поэтому оно, да, в самом начале что-то работает, а потом перестает работать, потому что самых чувствительных, так сказать, выгнали, все остальные остались. Так, да, добрый вечер, благодарю за Санта-Марию. Блин, вот я бы понял, если бы я был хозяин этой компании, там основал ее и так далее. Это не я. Вот, это не я. Так, есть мысли, чтобы купить ферран чистый для профилактики. Подскажите, пожалуйста, насколько взрослых детей можно один флакончик раскапать на курс профилактики? Вопрос профилактики от чего? Понимаете, дело в том, что профилактики от гриппа, да он практически не работает. При ОРЗ, да он не работает. Понимаете, ферран работает при определенных случаях. И, соответственно, при тяжелых именно случаях, в первую очередь. То есть, очень сильное отравление, неважно какое. Вот. Вот он там работает, да, прекрасно себя показывает. Это в первую очередь мощнейший детоксикатор. В первую очередь мощнейший детоксикатор. Соответственно, точно так же сердечные приступы прекрасно работает. Но в принципе настойка перца, вот кайенского, которую я делаю, например, для себя, да, она прекрасно точно так же работает. У меня сделано, всегда стоит, я своим все это хозяйство периодически отливаю, вот, родственникам и так далее. Да, это отлично работает тоже. Вот. А для профилактики чего? Профилактики онкологии нет, он не работает так. Понимаете, это инструмент. Это мощный, но, как сказать, заточенный под узкий круг задач инструмент. Вот. Ну, да, можно, конечно, с его помощью лечиться от похмелья. Если бюджет позволяет, почему бы, собственно, конечно, нет. Вот. Иметь дома, если есть дети, это очень хорошо, например, для тех случаев, когда действительно чем-то траванулся ребенок. Что-то сожрал не то, да, там градусник в конце концов раскусил, блин, там, вот, или еще какую-нибудь фигню, блин, там что-нибудь произошло. Потому что он помогает в течение первых 4 или 6 секунд даже при отравлении цианистым калием. То есть пока человек не умер, ферран работает, а человек умирает не мгновенно, а в течение 4-6 секунд. Понятно, да? Вот. Таким вот образом. Соответственно, еще лучше держать в качестве профилактики дома чуть-чуть. Вот. Вот это будет в случае с детьми, например, значительно интереснее. В случае ОРЗ, там каких-нибудь ОРВИ и так далее, значительно интереснее. Вот. И так далее. Вот он для профилактики подходит больше. Да. Так, как заваривать шелуху для очистки почек? В принципе, в рецептах у меня сказано об этом всем. Вот, пару горстей и вперед. Наталья Симонова, вам мой возраст зачем? Вам меня варить, что ли? Или замуж выходить? Ну, сколько есть все мои. Да. Так, врачи, проблемы с мнением, они в основном заняты бумажными работами, отчетами и все такое.
Так, видимо, что-то я пропустил. Что-то я тут пропустил. Про гиперборейское авария. Да. И так далее. Так. Так. Есть, господа, определенные вещи, определенные инструменты для выполнения определенной работы, да. Вы не пытаетесь купить профессиональный инструмент для выполнения каких-то небольших бытовых нужд. Вот. Смысла как бы в этом нет, это абсолютно избыточно. Это точно так же, как, ну, я не знаю, если иногда надо в лес выехать за грибами и ягодами, значит, и для этого покупать Урал четырехмостовый, блин, ну, смысл. Вот. Как бы. Вот. 5 дней пил клюкву, сейчас 15-20 ягод, 20 грамм перемолотых тыквенных семечек, будет польза. Ну, от ягод, да, от семечек нет. От семечек нет толку-то. Их там надо съесть именно, там чищенных грамм 300. При этом первые 100 грамм вы съедите достаточно бодро, а вторые 100 грамм вы будете в себя запихивать ногами, третьи 100 грамм вы будете в себя запихивать даже, причем запихивать ногами, значит, уже смешанные с медом, с повидлом, например. И это все равно будет казаться гадостью. Понимаете? Но только в этом случае вот это вот работает. А вот эти микродозы нет. Так, что думаете по поводу биометрии? Ну, с одной стороны, жизнь облегчает очень хорошо. С другой стороны, дает мощнейший контроль над человеком. Вот. Что, собственно, не есть хорошо. Если у нас все-таки позиционируется демократия, если у нас вот это вот все-таки позиционируется какая-то либерализм, да, опять же, вот либера, свобода, то должны от этой практики все-таки отойти. Но отходить не хотят, потому что все вот эти вот красивые словеса, демократия, свобода, это на самом деле ширма всего-навсего. Еще раз говорю, путей впереди всего два. Либо, значит, вот этот вот, да, неорабовладельческий строй, вот, либо коммунизм. Все, по большому счету, вариантов нет. Вот. Но пытаются в первую очередь построить то, что им ближе и понятнее, потому что даже среди тех, кто сидит там, что такое коммунизм, понимается достаточно плохо, вот, и так далее. И так далее. Причем зачастую они прекрасно понимают, что будут, ну, по большому счету, как все. А им этого не хочется. Зачем? Когда ты хозяин жизни, зачем быть как все, да? Так, поэтому я против биометрии. Так, добрый день, сломал ногу 5 лет назад, уже 6-й идет, постоянно ломается бедро. Вот, стал жрать кунжут. А что смотреть? У вас, если такие проблемы, то это в первую очередь проблемы с эндокринной системой. Вот. У меня сказано, что в первую очередь нехватка йода. В первую очередь нехватка йода. Нехватка кальция там во вторую очередь. Все. Так. Так, варить? Да, 30 минут. В принципе, она варится теоретически, пока запах не пройдет. Вот. Да, здравствуйте, Белла. Так, что думаете по поводу голодания? По поводу голодания у меня даже отдельное видео есть на тему, значит, что надо знать про голодание. Самое важное, значит, про голодание. Вот.
Так. Так. Голодание это хорошо, но там нужна сила воли, и там это надо делать до упора и правильно, до конца. А так, да, голодание это самый бюджетный способ, в общем-то, вылечиться от чего угодно. Так, расскажите про микрозелень, про проростки. Еще раз, по проросткам нет практически никакой достоверной именно информации, ничего кроме маркетинга. Заметьте, одно время это все хозяйство позиционировали чуть ли не как панацею от всего подряд. Это даже начинали продавать. Сейчас это хозяйство заглохло. Вот, видимо, начинается следующая волна потихоньку. То есть, у нас ведь как? Если что-то народу понравилось, он это начинает использовать достаточно подробно. Вот. Все, ему хорошо от этого, да. Если перестали почему-то использовать, это говорит о чем? О том, что что-то там какие-то ожидания не оправдались. Вот. Все. Так. Кости сильный, удар был на скорости, смещение, голень в двух местах, срослась хорошо, быстро. Ну, хорошо, но если все время ломается, это же опять же вопрос-то. Вы это все хозяйство залезли на дерево, упали с высоты, там, я не знаю, 2 своих ростов? Нет. Если это все на скорости, то есть на мотоцикле, ну да, там на такие нагрузки кости не рассчитаны и так далее. Вот. Пока делал настойку с чесноком, руки напитались так, что иммунитет активизировался. Так, это вот как вы так умудрились-то вот это вот сделать? Берется пресс для чеснока, берется спирт, в спирт непосредственно выдавливается чеснок сразу. Вот. И все, руками-то фактически и не трогаешь. Вот, это все. Поэтому... Ну, блин, вы, наверное, сумели. Так, одну секунду. Одну секунду. Так. Вот да, в том числе кора осины, пока ее, например, моешь, она в том числе, да, штука такая, что через руки в том числе, да, всасывается, впитывается, через некоторое время начинаешь ощущать вкус осины во рту. Вот. Так, кору осины можно, которую собрал месяц назад. Либо она была высушена нормально, главное, чтобы там плесени не было. Все остальное, по большому счету, пойдет. Еще раз говорю, лучше делать хоть что-нибудь, чем вообще ничего не делать. Вот. Хоть какой-то положительный результат, он уже хороший. Это уже хорошо. Лучше, конечно, свежее. Свежее лучше, да. Кто ж спорит? Но, блин, как говорится, за неимением гербовой пользуемся наждачной. Да? Вот. Так. Что-то у нас, блин, хило, вяло, бледно. Я, видимо, всем надоел. Вот. Вопросов нет, народу нет, никого нет. Да. В ближайшее время у меня пойдут видео на тему психологии. Вот первый, собственно, ролик вышел. До этого по психологии я, собственно, видео записывал, выкладывал. Сейчас это, скажем так, более систематизировано, более оформлено. Вот эта вот серия видео, которая сейчас пошла,
она в первую очередь рассчитана на взрослые семейные пары. Во вторую очередь она рассчитана на тех, кто собирается завести семью. И там достаточно подробно описываю, в общем-то, психологию непосредственно мужчины и женщины, почему она именно такая, почему именно такие ситуации у нас возникают, и в чем проблема вот этого вот этих вот сложностей в семейной жизни. Откуда там ноги-то растут? Понятно, что да, вот этот вот внешнее воздействие, сейчас там телевизор, всякая вот эта вот лабудистика, они, конечно, работают, и это работает программа расчеловечивания. Это все с одной стороны понятно, с другой стороны я постарался описать, как это все должно быть на самом деле и почему именно таким образом, не каким-то другим, а именно вот таким вот образом. Откуда корни-то, собственно. Вот. И так далее. Надеюсь, мои наблюдения, значит, будут кому-нибудь интересны. Но пока либо YouTube все это хозяйство гасит, либо это, видимо, никому не интересно, значит, просмотров там вообще финиш, как будто, я не знаю, вчера только в YouTube вылез. Да. Наблюдаю, что люди умирают ближе к своей дате рождения, не считая несчастных случаев оперативных вмешательств. Да, вот эти вот ближайшие 2 недели перед днем рождения, они являются достаточно такими. Вот. В принципе, там как происходит? За 3 недели, да, примерно там, за 3-4 недели у матери опускается живот. Да? Ребенку становится не так комфортно, как раньше. Вот. Соответственно, потом, чем ближе к родам, тем матери тяжелее, ребенку тяжелее, потому что там происходит вот это вот пограничное, чисто по физиологии, пограничное состояние, когда с одной стороны системы уже начинают включаться самостоятельно, вот, и там эндокринная система уже начинает работать, но при этом гормоналка-то еще вот не включилась так. Как только включается гормоналка, это все, это происходит резко, это щелчок, и, соответственно, организм матери начинает воспринимать плод как чужеродное тело, начинается отторжение. Вот. Естественно, для человека это не проходит бесследно. Он чувствует весь этот дискомфорт, он помнит весь этот дискомфорт. Вот. Все. Поэтому, если там есть проблемы с сердцем, со здоровьем и так далее, ну, это да, сказывается. Сказывается. Вот. Так. Как использовать масло черного тмина? Не знаю. Не использовал ни разу. Так, Татьяна Киселева. Здравствуйте, Василий Андреевич. Здравствуйте. При проведении дегельминтизации, детоксикации меня морозит, часто бывает холодно. Это нормально? Нет, это не нормально. Но страшного в этом ничего тоже нет. Скорее всего, вы пьете либо мало воды, либо слишком много воды. Скорее всего, воды мало. Вот. Вы мне скажите, сколько вы пьете, я вам скажу. И вес свой, да. Опять же, про воду я уже рассказывал, как можно заполучить отравление водой, а там как раз таки бывают вот такие вот состояния, становится достаточно дурно, слабость там и так далее, потеря сил. Это когда резко нарушается электролитический баланс крови. То есть не просто вот этот вот там кислотный, щелочной, солевой, а кровь это же электролит по большому счету. Вот. Когда баланс нарушается резко, вот тогда происходят такие явления. Так, смешил пальцами из пресса выковыривал. Блин, надо было просто давить, и остатки уже там выковырнуть и выкинуть. Вот и все. Так, здравствуйте, Василий Андреевич, здравствуйте. Подскажите, можно ли принимать долго пижму, учитывая ее ядовитые свойства в рамках дегельминтизации, если после нее планируется зачатие ребенка? Ну, во-первых, пижма потому и работает при дегельминтизации,
что она является достаточно ядовитой. Понимаете? Вот. Но для человека она недостаточно ядовитой. Абсолютно. Вот. Дозировка у меня, в принципе, в рецептах прописана. Вот. А срок приема, соответственно, при вот тех дозировках, которые я там указал, 90 дней минимум. 3 месяца. Это абсолютно нормально, там никаких последствий. Понимаете, это, как сказать, ну ядовито. Яды бывают разные. Одни накапливаются в организме, а другие нет. Вот в случае с пижмой там ничего не накапливается. Вот. Заметьте, все лекарства, все эффективные травы лекарственные, они все ядовитые. Их все позапрещали к чертовой бабушке. Вот. Если планируется зачатие ребенка, то там дегельминтизация, да, детоксикация одновременно должна проходить, да, вот. А потом, значит, либо противопаразитарка, если есть какие-то показания, значит, либо просто желательно провести биотику, вот, запитать организм всем, хотя бы поправить микрофлору кишечника нормально. Вот. Ну или хотя бы зелени там поесть подольше. Вот. Так. Сергей ПСГ, не надоели. Ладно, спасибо, хоть так успокоили. Новых вбросов, к счастью, нет. Тоже, в принципе, хорошо. Так. Сейчас простуда, зачерпываю луком кайенский и в рот. Да, это хорошо. Вот, сверху можно еще и коньячком запить. Вот, тогда все это хозяйство, оно будет еще и в кровь всасываться по полной программе вместе с алкоголем. Ну, естественно, только это, не злоупотребляя с учетом, так сказать, собственной массы. Да. Вот на тему алкоголя тут, опять же, да, такая вот интересная штука. Вот до 30 алкоголь нельзя вообще. В принципе, никакой. Это, блин, я бы относил до 30 возраста к детскому в отношении алкоголя. Там идет становление, развитие мозгов. В принципе, развитие гормоналки заканчивается у мужчин примерно где-то вот как раз таки в 27 лет. Вот. Поэтому, соответственно, чтобы не мешало организму нормально развиваться, алкоголь под запретом, на всякий случай еще года 3, потому что у некоторых продляется до 30 лет. Потому что возраст бывает он не только календарный, но еще и биологический. Некоторые в силу там каких-то особенностей питания, проживания в детстве запаздывают со своим биологическим возрастом. И так бывает. После 30 можно употреблять нормальные, натуральные, сухие, полусухие вина. Вот. Но опять же, без злоупотребления, не допуская состояния алкогольного опьянения. Вот. И по большому счету в этом случае никакого вреда организму не оказывается, опять же, еще раз, если нет злоупотребления и не допускается состояние опьянения. Вот. А после, значит, примерно 42-45, там, блин, вообще как слонам, все это хозяйство не просто можно, но иногда, блин, и да, нужно. Или уже ближе к этому возрасту, у кого какая жизнь. Вот. Потому что там мозги уже сформировались полностью, там уже все сложилось, там уже в том числе сложилось стереотипное мышление, такое жесткое рамочное мышление, его уже хрен куда сдвинешь. Вот. И там уже сложно как-то навредить. Опять же, если не злоупотреблять. Вот. Как-то так. Потому что грести всех под одну гребенку, все возраста нельзя. Все возрастания отличаются состоянием эндокринной и гормональной системы. Вот. Таким вот образом. Понимаете, для мужика, например, там после 40, 42, 45 лет,
вот этот вот набор, значит, мясо, свинина жареная с перцем, с зеленью, с большим количеством. Все это хозяйство может быть там с коньячком. Вот. Оно, знаете ли, вот эта вот диета, она будет оценена дамами, кстати говоря. Ну, банально, потому что способствует, еда способствует выработке тестостерона, коньяк способствует стабильности сосудов и, соответственно, уверенности. Да, мужики меня поймут. А вот женщины, соответственно, это оценивают. Понятно, да? Вот, как-то так. Молодняку, соответственно, это не надо. Там, блин, достаточно увидел, все, можно вешать ведро, блин, и носить. Да. Так, Татьяна Киселева, вес 56, пью больше 2 литров, 2,1, 2,2. Ваш нормальный, ваше нормальное количество воды, нормальное, 2,5 литра. 2 литра это, блин, немного. Вот для вас норма 2,5 литра, но, еще раз, вот это вот все хозяйство должно выпиваться в течение дня, желательно равномерно. Вот. Можно, значит, догнать немножко вечером это хозяйство. Ночью можно это догнать даже. Вот. Иногда это бывает так, что догоняете, ну да, в течение там порядка 3 дней. Пьете вечером, да, встаете ночью в туалет, потом снова пьете после туалета, снова, значит, бежите там каждый час-два. Ну ничего страшного, 3 ночи побегали, зато компенсировали, значит, организму нехватку воды. Все. При этом еще раз говорю, пить не из стакана, пить по-рабоче-крестьянски, из банки, из кувшина напрямую, то есть из достаточно большой емкости, не меньше 2 литров. Вот тогда вы выпьете столько, сколько вам надо, а не столько, сколько, блин, влазит в стакан. Понятно, да? Так, дальше. Дальше. Так, в рационе атомщиков-подводников в рационе присутствует зефир, хорошее красное вино в небольших дозах, но постоянно. Как это работает? Да никак это не работает по большому счету. Зефир, нормальный настоящий зефир, он у нас состоит из яблочного сока и сахара. Все. Понимаете? Вот. Сахар у нас обеспечивает выработку эндорфинов по большому счету. Самое простое. У подводников, вот у этих вот, там условия, блин, такие, что мама не горюй. Там сон теоретически, значит, он имеет возможность спать 4 часа непрерывно. Но в реальности такого не получается. В реальности, блин, где тебя застала возможность поспать, там, соответственно, и поспал. Вот. И никто не считает, там очень дикие напряженные условия. Вот. Как в этом помогает красное вино? Да никак оно там не помогает и не работает по большому счету. Оно слегка, именно хорошее вино, вообще хорошее вино, натуральное, настоящее, не та байда, бодяга, вот, которая в основном продается, да, вот, а нормальное настоящее вино, оно работает таким образом, оно просто расслабляет, да, все, собственно. Понимаете, при том, что вот ты сидишь, ты просто расслабился, там стакан вина выпил, и ты расслабился. Ты не опьянел, ты расслабился. Но при этом всем, когда тут же к тебе обращаются, задают вопрос, ты тут же мобилизируешься, да, и удивляешься тому, что ты не чувствуешь действия вина. Ты с человеком поговорил абсолютно с трезвой башкой, ответил ему, вот, все. Дальше сидишь, снова, значит, глотнул, вот, дальше расслабляешься. Но еще раз, это вот про то вино, которое делают для себя. Там нет спирта, там нет чачи, там нет вот этой сивухи, там нет вот этой гадости. Это то, что делается для себя. Это виноградный сок, который прошел ферментацию и где, скажем так, вот эти вот бактерии, блин, просто сожрали сахар и все. То есть не сладкий виноградный сок получается, фактически. Вот. Месяц ему.
обычно. Вот такое вино самое лучшее, самое оптимальное. Вот. По большому счету все. Оно больше никак не влияет. Ни на ДНК оно не влияет, ни радиацию не выводит. Вот. И так далее. Так, витамин D как лучше восполнять? Во-первых, лучше всего на солнце, да, лучше всего на солнце. Поэтому для детей, пока есть возможность, самое лучшее, как сказать, стиль одежды — это улыбка, прическа. Все. Вот, на солнце. Для взрослых по возможности. Вот. А так, соответственно, витамины в аптеке в жидком виде. Да. Год ел полезную еду, похудел, кое-что улучшилось, пошел, сдал анализ волос. Из 9 основных элементов 8 в жутком дефиците. Начал пить БАДы 3 месяца и волосы как никогда. Нет, ну БАДы, да, это нормальная штука. Единственное, что, ребят, понимаете, БАДы БАДам рознь. Вот. Все зависит от того, кто производит, что входит в состав, в какой форме это все хозяйство, понимаете? Есть, например, конторы, которые, но это по большому счету это ни о чем. Это да, это будет лучше, чем вообще ничего, но это не стоит тех денег, которые за это просят, понимаете? Есть вот витаминный комплекс, но это компания Витамакс, опять же, это не реклама, они мне не платят, не заносят и так далее. Просто, опять же, там наиболее полный состав и, как сказать, оптимальная эффективность. Вот Витамакс и Витабаланс 2000 для взрослых, это все. Понимаете, там, там все. И там в том числе кайенский перец. Кстати говоря, что характерно. Вот. Понимаете, вот таким вот образом. Да, БАДы БАДам рознь. Опять же. Вот. Нет полезного в продуктах. В продуктах есть. Надо понимать организм, что он, собственно, хочет. Вот. Тогда будет понятно. Так. После 30 чего нельзя? Алкоголь нельзя? Почему? Вот до 30 в нем смысла как бы нет. Понимаете, от слова совсем. Вообще. Там смысла нет. Там все молодое, свежее, здоровое, бодрое, развивается, растет, колосится. Вот. Соответственно, в возрасте 30-33 начинают происходить определенные гормональные изменения, и организм начинает вот из стремительного роста выходить на плавную такую вот кривую, которая вроде еще растет, но которая к 40 годам выходит уже ровно в горизонт. И которая, соответственно, после там примерно 42-45 начинает идти уже вот так вот на убыль. Все. Банально. Вот. Так. Почему после метронидозола тошнит, болит желудок? Вы говорили, для профилактики трихомоноза горстями его пьют. Значит, ну, во-первых, не я говорил, а говорил Сергей Петрович Куренков, не горстями, а пачками. Вот. А теперь смотрите, что такое у нас метронидозол? Это достаточно мощный антибиотик. Вот представьте, у вас в кровотоке, значит, куча разной заразы, в кишечнике в том числе. Вот. Вы же его пьете не потому, что вы здоровьем пышете, да, а потому что у вас есть определенные проблемы. И когда вы принимаете ударную дозу всего этого хозяйства, начинает происходить что? Вот эта вся зараза начинает массово дохнуть. Вот. И, соответственно, ваш кровоток превращается в конвейер с трупами. Понимаете? У вас начинается аутоинтоксикация, то есть отравление собственными ядами. Ваша выделительная система, которая к этому не подготовлена была, не справляется. То есть кишечник и так полный, он выводил чего-то там, собственно, так, потихонечку. Почки что-то как-то там бодались с действительностью, да, но вы ни воды нормально не пьете.
Вот, ни зелени там в достаточном количестве не едите. Печень у вас, соответственно, там чем попало загажена. Вот. Понимаете? Все. И, соответственно, печень не в состоянии эффективно чистить, а вот это все эффективно выводить. В результате у вас аутоинтоксикация. Все. Это норма жизни, да. А как иначе-то? Вот. Собственно, от любого антибиотика, когда он принимается правильными дозами, возникает именно такое ощущение. Единственное, что метронидозол – это антибиотик от самой массовой заразы. Все, поэтому это проявляется вот настолько явно. Вот. Таким вот образом. Так, значит, коньяк. Ну, берите не коньяк, возьмите ром. Темный ром. Просто-напросто. Коньяк, да, это, блин, особенно сейчас. Ну, если, конечно, не нормальный коньяк. Но нормальный я смотрел, там что-то ценник от 1005 начинается. Вот, да. А это как-то негуманно, блин. Совершенно. Ром значительно дешевле, темный ром. Вот. В пределах где-то до 1000 или 1000 можно купить, например. И он значительно интереснее. У него нет вот этого вот клоповного запаха, блин, привкуса там и так далее. Не знаю, я коньяк не могу, блин. Обычный дешевый никогда не мог. Ни в молодости, ни потом, ни сейчас, блин. У меня изжога почему-то, блин, не знаю. Вот. Так. Мне 23, не злоупотребляю. Замечательно. Так. Что думаете про диоксид хлора, ММС, насколько эффективен для вывода глистов? Ну, это, понимаете, вот очередная попытка потребителя найти панацею, а со стороны, соответственно, продавцов очередная попытка копеечную хрень втюхать за дикие деньги. Диоксид хлора является фактически, блин, отравляющим, боевым отравляющим веществом. Вернее, его производным. Хлор стоит копейки. Вот эта хрень должна стоить такие же копейки. Вот. Во всяком случае, то, что я смотрел, то, что я почитал, я нигде не нашел достоверной информации, понимаете? Именно достоверной, что, блин, вот такой диагноз, и он официально. Человек не сам его себе придумал, а этот диагноз ему поставлен официально. Вот он применял вот эту вот лабудистику. И теперь у него официально вот такой вот замечательный, классный диагноз. Понимаете? Вот я таких вещей не нашел. Там все какие-то вот общие такие фразы. Совершенно размытые. Я даже не знаю, на что ориентироваться. Вот. Экспериментировать на себе зачем? Во всяком случае, для себя я определил определенный круг веществ, которые работают неплохо, не наносят никакого вреда организму. Вот. Моя задача была получить лекарство, скажем так, из еды. Вот. И все. Вот. Еда, да, получается. Я вам рассказываю, как это сделать. Все остальное, блин, да. Так. Алкоголь принимают не мозги, печень, желудок, почки, кровь после 30, все стареет. Нифига не понял, запятые хотя бы надо расставить, где там паузу-то делать. Вот. Так, алкоголь действует вот на все, понимаете? Он выводит, в первую очередь, там страдает паренхиматозная ткань. В первую очередь страдает паренхима. Поскольку алкоголь это все-таки яд. Соответственно, если перебор, то при похмелье человек в туалет идет с утречка. Значит,
как сказать, в общем, в моче у него можно найти остатки мозгов и остатки печени. Понимаете? Вот. Выводятся в первую очередь фосфолипиды. При этом фосфолипиды в печени возобновляются очень быстро. Но если не хватает йода, то, мозгам, соответственно, ни хрена не достается. Все, элементарно. Вот. Так. Татьяна, благодарю вас за видео о быстром сращивании костей. Это прекрасно сработало. Замечательно, я рад. Но наша медицина, как всегда, предлагает таблетки. Им невыгодно делать людей здоровыми. Понимаете, дело в том, что простые врачи, они опираются исключительно на инструкции, потому что это простые люди. Вот, они не хотят быть уволенными с волчьим билетом. Все. Соответственно, в свое время рекомендовали травматологи там, в травматологиях употреблять рыбу консервированную с костями. Но, извините, при нынешнем уровне качества консервов, вот лично я это рекомендовать не могу. Потому что, на мой взгляд, это, извините, это несъедобно. То, что продается. Я тут недавно зашел в магазин просто ради интереса, да, вот, и взял разных производителей, значит, рыбных консервов. Там, мне было очень жаль потраченных денег. Потому что банку открываешь, там банально посмотрел, понюхал, лизнул, выкинул к чертовой матери. Следующий открыл, там можно кусочек съесть. Ну, я так вот, от самых дешевых к самым дорогим. Но, извините, даже самые дорогие, это что-то с чем-то. Да, там как минимум треть это бульон. Вода, вернее, не бульон, вода. А все остальное это не цельным куском, как должно быть. А, извините, это какой-то фарш. Ее, добывали эту рыбу взрывом, что ли? Такое ощущение, что, потом в воду морскую процедили, да, вот эту вот фигню в банку кинули, там ее сварили, и, собственно, все. Вот. Причем от морской воды особо-то не старались фильтровать. Так, вместе с водой сварили. Это, может, кто подскажет производителя нормального рыбных консервов. Я буду только рад. Но на сегодняшний день все, И остается только у нас вобла, да, но она соленая. Но она безопасна. Соленая вобла безопасна. Некоторые говорят, значит, соли много, это опасно. Не соленая вобла, это значительно опаснее. Соль-то вы водичкой запьете. Ничего с вами не случится. Вот. А когда рыбка у нас идет плохо просоленная, ой, нехорошо бывает. Недавно один товарищ тут писал. Значит, нашел в интернете, в ютубе рецепт малосольной речной рыбки. А писторхоза хапнул по полной программе. О чем я, собственно, вас и предупреждал давным-давно. Да. Медицина, это, понимаете, это в первую очередь люди. Люди делятся на исполнителей, вот, изначально, да, те, кто сидит в кабинете на приеме. И люди делятся на тех, кто, значит, сидит вот там вот в кабинете. Вот там в кабинете это уже не люди, это уже чиновники. Все, им нужны галочки, им нужны результаты, им нужны показатели какие-то. Им надо отчитаться перед тем, кто еще выше, чтобы потом не было так мучительно больно. Понимаете? И все, больше их ничего по большому счету не заботит. Исполнители на местах, те, кто помоложе, они не знают, что надо делать. Те, кто постарше, они не могут делать то, что знают. Все. При этом, еще раз, у меня есть возможность наблюдать за медиками, так сказать, в их естественной среде. Это интересно, ребята, это очень интересно. Так, можно ли чай сразу после еды? Значит, если пить воду или чай сразу после еды, пища будет не перевариваться, а гнить, так как желудочный сок размешивается с водой. Ну, во-первых, гнить она не будет, потому что желудок быстро поймет, что концентрация сока желудочного упала,
и, соответственно, туда добавит его. Вот. Вопрос второй, что воду пить лучше до еды. Ну, хотя бы минут за 10-15 до еды кипяченой воды. И тогда вам во время еды и после еды пить хотеться не будет. Вот. Чай горячий хорош чем? Это вот если вы не наелись, понимаете, вот попить чай с чем-нибудь там, для того, чтобы добить вот это вот чувство голода. Собственно, все. А так, по большому счету, лучше чай пить отдельно вместо еды, так сказать. Вот. Но гнить, там будет нехороший процесс только в том случае, если недостаточная кислотность, понимаете, пониженное содержание ферментов и так далее. Только когда вот такие нарушения идут. Так, смесь имбирь, лецитин, куркумин, черный перец полезно для чего? Черный перец изначально не полезен, это алкалоид, он не несет ничего полезного, кроме того, что он является банально ароматизатором. Все. То есть, да, замечательно его добавить в пельмени, в фарш для пельменей. Вот. Будет очень приятный аромат. Больше он ничего никак не работает. Поверьте, красный жгучий перец работает там при простудах, при ангинах значительно лучше, чем черный. Вот. Потому что черный он жжет, воздействуя непосредственно на вкусовые железы, а красный он жжет из-за того, что там начинают заживать многочисленные микроскопические ранки. Вот. Соответственно, имбирь, куркумин с лецитином. Опять же, для чего? У меня есть на сайте рецепт, какой используется при ОРЗ. Там, значит, имбирь, там яблочный уксус или яблочный сок, чеснок. Почитайте. Вот, коктейль доктора, как он? Коль, напомни. Немецкая фамилия, забыл. Так, старею. Да. День у меня сегодня был, извините, насыщенный. Вот. Кто? Да, Шульца. Коктейль Шульца. Шульце. Вот. Все, поищите на сайте, найдете значительно лучшие средства. Вот так работает. Угу. Значит, дальше. Зачем алкоголь? Без алкоголя никак? Да как, ради бога, пожалуйста. Если нет, значит нет. Это еще раз. Понимаете, есть разные возрасты, есть разные состояния эндокринной системы, есть разные, как сказать, психотипы, есть разные телосложения. И для вот этих всех разных, для каждого свое. Понимаете, в чем дело? Вот. Вот, собственно, и все. Вот, собственно, и все. Я не настаиваю, я не говорю, что это обязательно надо. Вот. Я говорю о том, что к определенному времени у людей накапливаются, например, отложения в сосудах. Но при этом, да, у алкоголиков сосуды чистые, они загибаются от другого. Там печень накрывается медным тазом, в первую очередь. Вот. Понимаете? Но сосуды у них чистые. Это о чем-то говорит? Это о чем-то говорит. Вот. Так, дальше. Так. Ой. Угу.
Так, все для курса дегельминтизации готово, на днях стартуем. Ну, замечательно. Насколько обязательно его совмещать с курсом по детоксикации? В принципе, не обязательно, но желательно. Вопрос просто в том, какое состояние организма. Вот. Как минимум, ну, залезьте ко мне на сайт и посмотрите, там есть статья, чтобы полегчало. Ну, хотя бы ее гляньте, вот хотя бы вот это вот попользуйте, уже, да, полегчает. Вот. Так, в каких случаях выключается большая ягодичная мышца, качаю, она не напрягается? Блин. Вот это мне сейчас встать, упражнение показать на камеру, что ли? Чего это? Ну, ногами-то подрыгайте и пошупайте, когда она у вас напрягается-то. Вот. Для этого целый комплекс упражнений есть. Так, вы бог, ваш совет с 3-литровой банкой шикарен. Спасибо. Да, я памятник себе воздвиг нерукотворный. Каждый день кипячу бутыль воды, утром вода из него идет как в сухую землю, 1,5-2 литра за раз. Такой кайф, остальное в течение дня, вес 78. Ну да, вот, пожалуйста, простой пример. Выпиваю 3,5, спасибо. Да, нормально. Так, Витамакс, да, это они. Витамакс 21 век, там, да. Это они. Так, что вы думаете о димексиде для питания внутрь, как проводник в клетку вещества? Чеснок лучше, честное слово. Вот честное слово. Вот, ну, в принципе, ничего не будет, кроме как противно. Вот. Травануться не отравитесь, но еще раз. Вот если вы давите клетку чеснока, там есть внутриклеточная жидкость и, соответственно, околоклеточная жидкость. Вот при смешивании этих жидкостей получается диметилсульфоксид. В простонародье димексид. Все. Понятно, да? Поэтому лучше чеснок, ну, на мой взгляд-то. Так, добрый вечер. Я во время приема пищи съедаю стручок перца огонек, но меня пугает, что я могу сжечь желудок, посадить поджелудочную железу. Подскажите, немного ли это? Куда посадить желудочную железу? Как вы ее сможете посадить? Посадить можно только то, у чего есть задница, понимаете? Вот если у вас поджелудочной железы ваше окружение найдет задницу, ну, значит, на нее можно будет посадить. Если что, проводятся соревнования по поеданию острого перца. И кайенского, значит, и хабанера, вот, и далее там, вот. Что характерно, за всю историю, по-моему, было всего 2 смертельных случая, которые не связаны с перцем. Они связаны были банально с тем, что человек съел слишком много. То есть он бы точно так же помер, если бы ел гамбургеры, например, или капусту. Вот, все. Оно не сжигает, оно не жгет. В том-то и дело. А там народ ест все это хозяйство не по стручку, там едят килограммами. Вот. Так что это немного, это нормально. Так, какие БАДы пьете вы, ваша семья? Никакие. Ребят, никакие. А зачем? Я все это хозяйство питанием компенсирую. Я люблю, умею готовить. Понимаете? Все. Соответственно, для себя, для своей семьи я и готовлю так, как, собственно, надо. Вот. Поэтому давно уже мы этими вещами не пользуемся. Да. Так, да, пожалуйста. Витабаланс, витамины синтетические. Ну, а как вы еще их будете получать, извините, естественным-то способом? Да, синтетические. Так. Еще раз. Либо вы витамины получаете с едой, плюс у вас абсолютно здоровая кишечная микрофлора, которая синтезирует абсолютно все, что вам надо, на том субстрате, которым вы ее питаете. Либо вы принимаете чего?
синтезированные. Если какая-то контора вам пытается рассказать, что это исключительно натуральные витамины, всегда поинтересуйтесь, как они их оттуда выковырнули и откуда именно, и каким образом. Что такое витамины? Каким образом витамины перекликаются со спиртами? Вы в курсе, что витамин практически любой, кроме жирорастворимых, это спирты? По-моему, жирорастворимые в том числе тоже. По формуле это спирты, многоатомные спирты. Ну, блин. Так, можно ли убрать как-то деструкцию стекловидного тела? Не знаю, не задумывался, не было такой задачи, не думал еще об этом. Так, нужно пить воду после разморозки, не будет камней в почках. Чушь, бред и ересь. Можно пить точно так же фильтрованную хорошо воду, можно пить точно так же прокипяченную отстоянную воду, можно пить дистиллированную воду. Вот вода, понимаете, во время заморозки там замерзают разные фракции по-разному. В воде они присутствуют, да, то есть непосредственно чистая вода и какие-то рассолы. Соответственно, после разморозки то, что в воде содержалось, любые примеси, они норовят выпасть в осадок. Фактически точно так же, как во время кипячения. Но песок и камни в почках образуются только при нарушении pH крови. Либо в кислую, либо в щелочную сторону. Все! Понятно, да? Минерализация воды на камни в почках не влияет. Блин, ребят, ну ёкарный бабай, ну хоть немножко физиологию поучить это, ну. Так. По информации доктора Хачатуряна, 99% морепродуктов инвазировано паразитами, независимо от обработки. Морская капуста и моллюски. Ну да, вопрос второй, что где они находятся и как быстро они дохнут. Да, есть такая фигня. Вот. Ну, при этом, да, народ на яхтах живет, рыбу ловит. И очень хорошо знают, какую рыбу есть можно, какую рыбу есть нельзя. Точно так же прекрасно знают, что можно там делать суши, сашими, что-то еще из сырой рыбы, только пока она в определенной свежести, то есть ее надо выпотрошить, пока вот эта зараза из кишечника рыбы не поперла в ее ткани. Вот. Мясо там чистое, проверяют ребята, смотрят. Да, попадается зараженная рыба. Сейчас расскажу, значит, историю одну интересную. Знакомые у меня, веселые 90-е, вот, купил стерлядь, купил 2 стерлядки крупных, блин, задорого. Привез домой, закинул, значит, жене сказал, приготовь. И ускакал на работу. Вечером домой приходит, дома куриный супчик. А где стерлядь? Я, говорит, выкинула. Как выкинула? Да, говорит, там солитер был. Что, в обеих? Да. Начал расспрашивать, рыбак все-таки. Подробно. Жена за солитера приняла хорду. Да, у этой рыбки нет жесткого позвоночника, там хорда. Поэтому, ребята, учите биологию. Хорошо, вот у него характер спокойный, блин. Так. Если на складах будет много фосгена, его в условиях капитализма могут находчивые маркетологи втюхать. Ну, во-первых, не могут, а втюхивают, потому что вот эта вот противораковая химия, это и есть фосген. Просто в низкой концентрации.
Сколько там цистерна фосгена стоит? Пятачок? За цистерну, медный пятачок, да? Почем продают эту химию пациентам? Еще вопросы есть? Так. Добрый вечер, Василий Андреевич. Заказываю в Зуритраве Маклееве Иван-чай. Хорошо общаемся с Натальей Владимировной по телефону. Замечательно. Так, тут она говорит, что лучше после заварки иван-чая его надо секунд на 30 ставить в микроволновку. Якобы это улучшает его качество. Хотелось бы узнать ваше мнение. Первый раз такое слышу. Интересно было бы, конечно, пообщаться вот, с Натальей Владимировной. Но если что, изначально это сотрудник института как раз-таки лекарственных трав, которые изучали свойства лекарственных трав и так далее. Поэтому я, скажем так, с уважением прислушиваюсь к тому, что она говорит, и с интересом. Единственное, что у меня микроволновки нет, я ей не пользуюсь, мне не нравится то, что в ней получается. Как минимум банально на вкус. Вот. Так, океаническая или морская рыба опасна в сыром виде, например, суши или роллы. Еще раз, разная рыба, надо смотреть, проверять, то есть непосредственно уже по факту, по месту. Так. Народ же ловит, ест, блин. Некоторые вон годами на яхтах живут, за парой семей наблюдаю. Давно бы уже были либо такие, либо вот так вот загибались, значит, и такие вот были. Нет, люди абсолютно нормальные, здоровые, там, без признаков всего этого хозяйства, сами озабочены вот этим вопросом. Да, говорят, что сейчас проблема, но тем не менее ловят, едят. Вот. Так, анонса стрима не было, или я пропустил? Наверное, пропустили. Так, можно ли кипятить воду 2 и более раз? А кто вам запрещает? С закона пока такого не было. Можно кипятить. Чего нет-то? Так. Не перестаю восхищаться, не разочароваться бы. Да. Это самое главное. У многих наступает, так сказать, смотрят слишком много за раз, и потом им это банально надоедает. Что называется, переел. Переел. Вот. Спасибо. Спасибо. Да, Шульц. Все верно. Не Шульц, Шульце. Если правильно, немецкая фамилия Шульце. Так, здравствуйте. По утрам после завтрака часто бывает однократное расстройство живота. Никаких других симптомов нет. Из-за чего это может происходить, чем лечить? Врач говорит, возможно, дисбактериоз. Возможно, дисбактериоз. В том-то и дело, надо смотреть, что именно там. Есть слизь, нет слизи. Вот. Что кушаете на завтрак и так далее. Это уже надо смотреть подробности. Вот. Но, в принципе, да, понимаете, там момент еще такой. Очень часто бывает так, что некоторые глисты вызывают нарушение солевого баланса непосредственно в кишечнике. Вот. В результате чего происходит расстройство стула, или человек иногда воспринимает, что это у него организм почистился. На самом деле это воздействие глистов, что характерно. И такая штука бывает. Вот. Так. Спирт легально сейчас не купить. Частному лицу перегонка магазинной водки или самогон подойдут для ваших рецептов? Самогон подойдет, хороший, крепкий, который горит. То есть там крепость не меньше 60 градусов, лучше 70. Потому что 70 градусов все-таки это оптимальная экстрагирующая способность у спирта. И больше не надо, и меньше нехорошо. В крайнем случае продается в магазинах, крупных магазинах, в отделах с алкоголем ром для коктейлей с крепостью 73,4 градуса. То есть тоже подходит. Но он, правда, сволочи стоит уже. Но, опять же, да, за неимением гербовой бумаги пользуемся наждачной.
Каждый выкручивается как умеет. Так, здравствуйте. Корень дивисила считается мощнейшим средством подавления лямбли, хеликобактерий, герпеса и цитомегаловируса, противоглистным. Ваше мнение, так ли это эффективно? Пытался, принимал. Может, у меня, конечно, лямбли не было, хеликобактерий, пилори у меня вот этой не было, там и так далее. Но глисты у меня точно были. Вот, на тот момент. И трихомоноз у меня был в полной мере на тот момент. Но эффекта я от этого дивисила не нашел. Этот дивисил у меня рос. Не один куст, сорняк, тот еще. Вот что характерно. Как я его не пробовал, если вы делаете из него настойку, то это получается тройной одеколон, ребят. Что характерно. На запах, на вкус, блин, это тройной одеколон. Вот. Пробовал я его и свежим, и сушеным, и в чай, и в рецептах прочитал, и в еду там в супы его добавляют. Не знаю, эффекта я от него никакого не нашел. Да, при том, что в чай добавляешь, а там такое ощущение, что ты себе в чаю тройного одеколона плеснул. Вот, гостям как-то так вот заварил, добавил. Те на меня смотрели удивленно, пока я не объяснил, что это было. И ведь пока при них не выкопал, не дал попробовать кусочек этого корня, так и не поверили, что я туда не капнул им. Да. Есть справочники лекарственных растений, составленные еще в Союзе. Вот. Основная масса получила распространение где-то в 90-м, 91-м году. Вот. В 89-м, с 86-го начали они уже выходить более-менее. Нигде не упоминается дивисил как средство от лямбли. Понимаете? Вот деготь на сахаре, да, еще где-то упоминается. Деготь сам по себе, да. Вот. Есть у меня справочник фельдшера, например. То есть понятно, что это для деревни. И там конкретно идут рецепты, в том числе травные, там на коренях и так далее. Что скажете про кривой рост зубов? А почему у нас вообще кости растут именно такой формы? Что определяет? Вот здесь примерно все то же самое. Вот. Очень часто бывает такая штука интересная. Вообще очень часто бывает, что оплодотворяется либо 2 яйцеклетки, либо, значит, 1-2 сперматозоидами. В результате чего начинает развиваться, в общем-то, 2 зародыша, 2 эмбриона. До определенного момента, пока организм матери не понимает, что с 2 он не справится, и, соответственно, один из эмбрионов может рассосаться. При этом, скажем так, они могут обменяться чем-то. Понимаете? То есть один должен был вырасти там, я не знаю, с большой головой, с широкой челюстью, соответствующими зубами, другой там значительно миниатюрнее должен был получиться. Но получалось, иногда получается так, что да, челюсть от одного, а зубы от другого. И они, соответственно, в эту челюсть не помещаются. Начинается вот эта вот хренотень, понимаете? Борьба за место под солнцем. Вот. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Так что вот. Кстати говоря, это вполне себе нормальное явление, когда подобное происходит. Вот. Что меня поразило в Китае, так это то, что там, кривозубость это вообще фактически норма везде, все с дико кривыми
как попало зубами, блин. Да. Так, повредила мениск в сентябре, вроде зажил. Не болит, думала укрепить, не знаю как. Когда начинаю приседать, ощущение, что мениск снова травмируется. Подскажите, чем укрепить колено? Во-первых, лучше всего работают не динамические, а статические нагрузки. Вот, поэтому это не должно быть энергично. Во-вторых, димексид с лавандой никто не отменял. Вот. Например, в-третьих, тот же самый холодец, да, точно так же никто не отменял, но его желательно с клюквой. Вот. То есть просто костные бульоны очень хорошо, именно из говядины, именно из не губчатых, а именно из трубчатых костей, где вот этот вот костный мозг находится. Крепкие вот эти вот бульоны с костей тоже очень хорошо, в первую очередь. Вот. Но если надо смотреть, почему была травма, может там есть проблема непосредственно со связками, потому что в первую очередь обычно мениск травмируется из-за слабых связок. Так, делая программу по психологии семьи, раскройте, пожалуйста, тему рода, корня, основы жизни. Значит, еще раз, тема рода сюда не относится совершенно и никак. Тема рода относится скорее к теме патриархата и внутрисемейных отношений уже не между мужем и женой, а между остальными членами семьи. То есть отношения, например, к главе рода, да, то есть мужа какой-то семьи, отношения к главе рода и так далее. И эта тема значительно более сложная, может быть, я до них тоже доберусь, но позже. Вот, накоплю, когда достаточно материала. Ой. Так. Да, это не слуховой аппарат, это у меня гарнитура, звук идет через нее. А то некоторые прям вот стесняюсь спросить, у вас плохой слух, там это слуховой аппарат. Нет, я еще хорошо слышу. Да. Диоксид хлора не является ядом или боевым отравляющим веществом, ля-ля-ля, 3 рубля. Мадам, еще раз объясняю русским языком последний раз. Все производные хлора являются ядовитыми веществами и, соответственно, как следствие, боевыми отравляющими веществами. Все, что вам рассказали остальное, чушь, бред и ересь. Начиная с того, как хлор применяли, значит, еще в Первую мировую, то бишь империалистическую, вот, и заканчивая, как его используют в антисептике для дезинфекции помещений от любых инфекционных вещей, от любых инфекций. Понимаете, мадам? Если бы это не было отравляющим веществом, его бы не использовали. Все. В том числе производная, значит, хлора, хлорид натрия, точно так же является в определенных дозировках ядом. Является, поэтому работает как консервант, но у нас на хлориде натрия, извините, вся биологическая жизнь завязана. Понимаете, это у нас основа кровотока, блин. Вот этот вот раствор хлорида натрия. Вы мимо проходили, а я боевые отравляющие вещества изучал. Зачеты по ним сдавал, экзамены. Угу. С перечислением, симптоматикой и так далее. Так что со мной спорить не нужно. Так. Абсолютно безопасен. Так, с рекламой куда-нибудь в другое место.
Так, как вылечить проблемы с хроническим простатитом? Так, где это сейчас было? Нет сил. Так, у меня на сайте как минимум есть рецепт. Лежит бесплатно. Значит, именно для мужиков, которым надо. Там подробно все описано. Так что вперед. Проверено, работает. Так. Так, вам идет улыбаться, делайте это чаще. Ну, я же все-таки не американец, чтобы и не идиот, чтобы улыбаться всегда. Вот. Когда, собственно, получается, да, когда ситуация, тогда и улыбаюсь. Да, спасибо. Насколько опасно электромагнитное излучение, в том числе от мобильников? Значит, вопрос у электромагнитных излучений всегда зависит от частоты этого самого излучения, потому что рентгеновское излучение это тоже электромагнитное излучение. Это и есть та самая радиация. Вот, понимаете? И все зависит, во-первых, от частоты, во-вторых, от дозы, что называется, времени воздействия и так далее. Этот вопрос на сегодняшний день вообще никак не изучен. На сегодняшний день никак. Вот. Во всяком случае, я гарнитурой пользуюсь. У меня был определенный адаптационный период, когда длительные разговоры с использованием гарнитуры вызывали головную боль. Да, сильную головную боль. Потом это хозяйство, в общем-то, прошло. Ну, может, в том числе потому, что я начал использовать вот это вот хозяйство. Оно дорогое, оно само вырубается, когда нет сигнала от телефона и не фонит. Гарнитурой пользуюсь в том числе потому, что мощность излучения гарнитуры, извините, на 3 порядка меньше, чем мощность излучения мобильника. Вот. Не думаю, что мобильником можно сварить мозги, но вот. Так, да, про ром не знал, спасибо. Пожалуйста, антидота нет. Так, ладно. Угу. Неумывагин утверждал, что после поедания мяса нельзя пить воду, прав ли он? А мясо какого? Понимаете, мясо ведь бывает разное. Разной жирности. И, например, в том случае, если мясо жирное, вот, там требуется достаточно большое количество желудочного сока. Если у вас воды в организме не хватает, да хрен вы это все переварите. У вас и будет жажда. Организм будет требовать воду. Но именно когда вы попьете, у вас все нормально, прекрасно переварится. Опять же, если это не связано с, как сказать, с низкой кислотностью, вот, и нарушением выработки ферментов. Все, банально. Да. Пишут на простой. Ну, мы уж как умеем. Мы уж куда ее только не используем. Пользуемся наждачной. Так, организм каждый день до дрожи требует сала с чесноком, жру. Но после бывает тяжесть. Тяжесть где? В желудке, в печени, в поджелудочной. Где тяжесть бывает? Значит, в ногах. Или чего это? То есть, если организм требует, ну, значит, давайте. Единственное, что вполне возможно, вам требуется что-то для, ну, соответственно,
как сказать, закусывайте зеленью. Причем не просто листочками, а стебельками. Вот, стеблями этой самой петрушки, укропа и так далее. У вас вот эти вот стебли будут проводниками желудочного сока. Понимаете? Вот в этой массе. Почему плохо перевариваются различная там тушеная фасоль и так далее? Потому что эта зараза крахмалистой массой плотно, бум, ложится. Желудок-то ее, конечно, ворочает, а она там, не перемешивается. Поэтому возникают сложности. Но когда лобио, то есть вот эта тушеная фасоль, сделанная по-грузински, заедается большим количеством зелени, вот этих вот проблем и сложностей не возникает. Она переваривается вообще прекрасно. Понятно, да? Вот. Так что попробуйте. Так. Корень рекомендуют применять длительно. Гивисила. Ну, да, попробуйте длительное время, значит, поупотреблять тройной одеколон. Ребят, вот честное слово, я так слегонца обалдел. Когда это все хозяйство не чувствуется, значит, слишком сильно, но тогда и дозировки там получаются, понимаете, вот такие вот грамулечки какие-то. Это не будет работать. Вот, да. Так. Блин, периодически сбрыкивает вот это вот хозяйство, у меня, да. Да, пусть мадам смешает белизну с лимонной кислотой, ну, да, и так далее. Есть просто, понимаете, свидетели всего подряд, сейчас свидетели вот этой вот ерунды пошли. Ну, очередная волна. Кто-то на этом хозяйстве просто пытается заработать, а кто-то, значит, экспериментирует на себе. Вот. Кто-то продает все это дело, зарабатывая бабки, кто-то, значит, бегает абсолютно искренне, всем вот это хозяйство предлагает. И есть 5%, на которых работает вообще все. Понимаете? Да. Так, прочитала книгу Бабикова «Мировоззрение или возвращение Прометея». Первая реакция шок, вопросов стало еще больше. Что еще можно почитать? Да, в принципе, это по большому счету дальнейший рост, это штука самостоятельная. Понимаете, после вот этого вот все остальное кажется настолько пресным и ни о чем. Перечитайте ее еще пару раз. Там будет достаточно много моментов, которые, как вам покажется, вы как будто бы не видели. Еще лучше найти эту книгу в бумажном виде. Вот. Почему-то у меня такое подозрение, что она полнее, чем электронный вариант, потому что электронный я сначала прочитал 2 раза, потом я прочитал бумажный, и у меня было полное впечатление, что я эту книгу вообще не читал, кроме предисловия. Вот. То есть она такая многоуровневая, многослойная. Вот. И, соответственно, попробуйте поискать сохраненный в Гугле форум вот, бабиковский. Да. Может, там что-то еще осталось. Отдельные его статьи, которые вышли потом, в книгу не вошли. Вот. Молочные продукты могут усиливать аллергию. Значит, смотрите, момент какой. По вот этой вот лактозной непереносимости и так далее. Есть у меня такое подозрение, что вот эта лактозная непереносимость связана в первую очередь с нехваткой лактобактерий, причем катастрофической нехваткой, и в первую очередь даже не в желудочно-кишечном тракте, а в кровотоке.
Если кому-то неизвестно, объясняю, что кровоток у нас содержит весь тот же самый набор кишечной микрофлоры, что и кишечник. Единственное, что концентрация там значительно ниже. Все. Соответственно, какие-то продукты молока после неполной переработки организмом начинают откладываться, вызывая отравление. Вот. Оттуда вся вот эта вот ерунда идет. Надо, это где-нибудь как-нибудь на ком-нибудь проверить. Вот. Поэтому теоретически, да, молочные продукты могут усиливать аллергию. С этой точки зрения. Второе, они могут усиливать аллергию, как являясь, в общем-то, достаточно неплохим питательным средством для гельминтов, например. Вот и все. Да, стрим получается у нас веселый. Дина Протасова продолжает писать. Администратор с ней борется. Вот. И так далее. Ладно, потом узнаю, что написала такого. Но, блин, еще раз, вот удивительно прям. Да, вот вам это все рассказывала система. Значит, они вам рассказывали неправильно, они вам наврали и так далее и тому подобное, блин. А вот на самом деле это такая уся-пуся, значит, и так далее. Ребят, я в свое время, как сказать, ОЗК, блин, на время надевал. Причем для пущей эффективности мы не были солдатами. Над солдатами нельзя так издеваться, как над курсантами. Понимаете? Вот. Поэтому, блин, мы вот это вот все хозяйство делали. Ну, раз нам сказали надеть противогаз. Да, как можно быстрее. Ну, 2, ну, 3. Ну, народу что, интересно? Нет, конечно. Заниматься такой фигней, разматывать, сматывать, там что-то делать, блин. Поэтому нам бахнули рядом, значит, гранату со слезоточивым газом. Ох, и интересно стало резко. Мгновенно научились все правильно противогаз надевать, быстро надевать противогаз, значит. Вот. Да, обратно все сразу привинтили, значит, фильтрующие элементы, вот эти вот коробки с фильтрами. А то некоторые, значит, там открутили, чтобы дышать было легче. Ага, подышали они. Вот, черемухой. Угу. Вот. Или дымовую шашку рядом запалят, значит, она как разгорится. Там тоже, блин, никакого слезоточивого газа, никакой черемухи не надо. Весело становится, блин. Вот. Поэтому, что такое вот эти вот вещи, я знаю хорошо. Соответственно, точно так же я хорошо знаю, что такое хлор в применении в санузле. Когда, блин, все эти очки, блин, весь туалет вот этим хлором, блин, засыпан. И ты туда заходишь, блин, тебе надо. Но ты не можешь там находиться, блин, потому что дышать просто нереально. Не то, что дышать, смотреть нереально. А уж после того, как ты помочился, совсем весело становится. Вот. Так что я с этими вещами сталкивался вообще напрямую. И так далее. Что это такое, я хорошо знаю. Химию я в школе тоже хорошо изучал. Вот. Поэтому не надо мне здесь глупости-то рассказывать, блин, и спорить со мной, в конце концов. Хлорид натрия – это поваренная соль. Хлорид натрия – это, да, это немножко другое. Вот. Так, почему у вас были проблемы с зубами? Потому что меня бабушка в детстве любила кормить сладкой молочной кашей. Поэтому у меня были проблемы не только с зубами, но и лишним весом в школе. Вот. Почему-то она считала, что если ребенок, как сказать, в общем, я всегда был для нее худой. Понимаете, она меня кормила. Вот. Да. Она меня и сейчас пытается кормить. Ей 96 лет. Я прихожу, она меня и сейчас пытается накормить. Да. Да, убирать с хлоркой вредно. Ну, да, собственно. Так,
Скажите, как гормоны, антибиотики убирать из мяса? Да никак. Ты не уберешь все это хозяйство. Какой выход, где брать без этого дерьма? Да уже нигде, потому что это банально идет добавками в карман. Все, просто добавка в карман и все. Вот. Ну вот. Выход, по большому счету, один. Уходить в деревню и жить натуральным хозяйством. Все. Это возможно только когда нет детей. Потому что детям нужна, еще и школа. Как минимум. Вот. Семейное обучение это, конечно, хорошо. Но, семейное обучение и натуральное хозяйство совмещать очень сложно. Потому что ведение натурального хозяйства это, задача та еще. Там желательно большая семья, чтобы у вас были помощники, потому что это вставать очень рано, ложиться очень поздно. Все. Банально. Было много вот этих вот, которые, значит, там анастасиевцы, еще кто-то поехали на землю, попродавали квартиры, там 1 гектар, там. Ребят, потом была у этих ребят самая большая проблема продать к чертям вот этот вот участок с построенным там домом, чтобы, обратно купить хоть что-нибудь в городе и попытаться вернуться к нормальной жизни. Вот. Дофига таких проблем. Дофига. Так, как относитесь к продукции компании Herbalife? Ну, они были, в принципе, первыми, кто вышел с БАДами вообще на российский рынок. И для своего времени это были достаточно эффективные препараты. Для своего времени. Вот. Приправа сфетида для переваривания бобовых. Ну там, да, там, крахмалы такие очень трудно перевариваемые такие. Да. Чем заменить белки, если я хочу перейти на вегетарианство? Ну, во-первых, растительные белки тоже есть. Но, понимаете, еще раз, белок состоит из аминокислот. Аминокислоты, соответственно, бывают разные. И те аминокислоты, которые содержатся в мясе, они не содержатся, например, в растительной пище. Все. Здрасте, приехали. И потом, значит, все-таки в каких-то вещах я с Савельевым не согласен, но тем не менее, он про вегетарианцев тоже говорит точно так же, как и я, что мозг от этой диеты страдает очень сильно, вплоть до потери самокритичности, ребят. Это, уже о многом говорит. Если человек не в состоянии подвергать сам себя критике для самого себя, не соглашаться с чужой, а для самого себя, понимаете, это говорит о том, что, половина функций мозга к чертовой матери уже не работает. Все. Ну, а это уже близко к идиотии. Еще раз, ребят, не надо, не стоит оно того. Вот. Так. Недавно поднялся сахар в крови до 380. Может, до 38? Я не диабетик, как будто применила ваш рецепт с коньяком боржоми 1 раз. Сахар нормализовался. Можно этот способ применять с 2-недельным перерывом? Можно. Нет, 380 это, это чего это? Это по какой это шкале? Вы, извините, должны себя в таком случае представлять уже засахаренный фрукт с кристаллами сахара на коже. Ну. Да. Нет, может все-таки 38. Если норма у нас, норма от 4,6 до 5,5, верхняя граница нормы это у нас 5,9.
Соответственно, в любой момент времени, если ты померил, у тебя не больше 7,2, можно считать, что все хорошо. Вот, ну, в течение дня имеется в виду, не с утра на голодный желудок. Вот, и да, через час после еды верхняя граница не должна превышать чего-то там, по-моему, в районе 12, вот, а через 2 часа, соответственно, не более 8,8. Вот если я правильно помню эту таблицу. Но 38, да, у диабетиков бывает, но 380, блин. Сладкая вы наша. Да. Так, подскажите, пожалуйста, как можно укрепить связки и сухожилия? Статическими нагрузками. Банально. Статические нагрузки. В первую очередь. Банально. Становитесь в дверной проем, пытаетесь его расширить. Подходите, значит, к дому, пытаетесь его поднять. Ну, не знаю, за кирпичи беретесь с угла, да, и пытаетесь поднять дом. Все, вот вам нагрузка при прямой спине, соответственно, так же, как при становой тяге. То есть несколько там до 10 секунд у вас идет нагрузка статическая, потом расслабляетесь, отдыхаете, потом снова. Кстати говоря, это один из способов, неплохой такой, для занятий культуризмом. То есть, когда в ограниченном пространстве, не имея вообще ничего, значит, качать мышцы, пытаясь поднять неподъемное, раздвинуть нераздвигаемое, значит, и запихать куда-нибудь невпихуемое. Вот. Но сухожилия в первую очередь таким образом. Так, микрофлору кишечника можно восстановить с нытью, одуванчиками. То есть вообще свежей зеленью. Не именно с нытью. Я с нытья, одуванчики приводил в первую очередь как, скажем так, пример того, что можно есть. Чего растет вокруг вообще немерено. Везде подряд. Вот. Все, да. Зелень, укроп, петрушку, кинзу, конечно, там лук зеленый на подоконнике выращивать милое дело, да. Чеснок точно так же выращивать на подоконнике милое дело, ради бога, конечно. Берете землю, сажаете, выращиваете, все то же самое. Так, запиваю перемеленной калиной. Ну почему нет? Можно. Можно, хуже-то не будет. Так. Да. Здесь вегетарианцев не особенно любят. Понимаете, я достаточно много общался с людьми, которые вот-вот переходят на вегетарианство, которые вот перешли, которые, значит, общался, были обычные там, значит, люди, потом стали вегетарианцами. Я имею возможность сравнивать. Поэтому я хорошо понимаю, что я говорю. Да. Что это мясоед? Я обычно нормальный человек, у меня обычно нормальная диета. Много зелени, значит, достаточно мяса, когда жарю. Да, из последнего, значит, был французский суп бурде, так называемый. Вот. Но с говядиной, да, хоть говядину нормальную нашел. Уже радует. Значит, например, да, или там ирландское рагу, блин, сготовить, накидать туда всего подряд и побольше. Трое в лодке, не считая собаки, почитайте. Не посмотрите, а почитайте. В фильме этого нет, он по мотивам. Вот. А в книжке это интересно рассказывается. Да. Картошка, горох, все туда. Все, что у них было недоедено, все туда. Ирландское рагу. Все пойдет. Так. Незаменимые аминокислоты, они есть и в мясе. Так в том-то все и дело, что да, мясо в том числе это источник железа в первую очередь. Источник железа без риска, как сказать, закислиться, понимаете?
потому что в гречке на самом деле железа не так много, как хотелось бы, но не столь легко усваиваемое. Значит, много железа у нас, например, в гранатовом соке, но он... Где у нас гранаты-то так растут массово? То есть, опять же, вы будете покупать гранаты по вот такой вот цене, соответственно, вы их будете покупать несколько недоспелые, то бишь, вот, да, больше кислые, со всеми вытекающими отсюда последствиями, понимаете? Слишком много кислоты, у вас почки взвоют. Все. Так, как можно нейтрализовать вред во время использования бытовой химии? Так, помимо резиновых перчаток, запахи иногда вызывали удушье. Значит, заходите в магазин специализированный или отдел какой-нибудь специализированный на рабочей одежде. Там обычно продаются респираторы, в том числе, значит, с угольными фильтрами. Это не противогаз на всю голову резиновый, вот, просто маска, у которой с двух сторон, например, коробочки с угольным фильтром. Очень хорошая штука, вот, прекрасно все эти вещи абсорбирует. Вот, во всяком случае, значит, когда нам приходилось красить, я когда работал на стройке, надо было красить нитрокраской в помещении при включенном отоплении. Вот. Тех, кто не пользовался такой штукой, выносили. Я обошелся даже без головной боли там и так далее. Ну да, запах краски чувствуется, но не более чем. Понятно, да? Причем выглядит эта штука вполне себе нормально, то есть не страшно, эстетически достаточно хорошо. Там обычно бывает сменный вкладыш тканевый, то есть который можно, соответственно, потом вынуть, постирать, вот, чтобы опять все было чистенькое. То есть, например, таким образом. Вот. Это самое простое. Я думаю, что тем, кто заказывает уборку квартир, важен в первую очередь результат, а не то, как вы будете выглядеть. Так, да. Подскажите, как самому можно определить, по какой причине резко перестало сгибаться левое колено? Как ему помочь? Ой, не знаю. В смысле, совсем перестало сгибаться? Или как? То есть тут уже требуется уточнение. Что там происходит? Просто не сгибается, или что-то мешает, или возникают болевые ощущения, или что-то еще. Лучше, конечно, сходить, сделать рентген в первую очередь, посмотреть. Вот. Пусть хирург пощупает за коленку, опять же. Вот. Так делать аборт по телефону, извините, сложно. Так, как долго можно принимать натрий тиосульфат? Значит, смотрите, Московский институт, да, Московский туберкулезный институт, когда проводил эксперименты, они давали тиосульфат натрия пациентам перорально и кололи внутривенно на протяжении до 2 месяцев. Получали результат. Понятно, да? То есть, ну там опять же, да, надо смотреть на соотносимый вред. Какой вред приносит туберкулез, какой вред приносит тиосульфат натрия. В принципе, больше 2 недель, по большому счету, подряд смысла нет принимать его. Вот. И надо помнить, что это все-таки соль. Поэтому воды надо дополнительно и много, чтобы не получить обезвоживание дополнительно. Понятно, да? Вот.
У меня другие измерения в глюкометре делятся на 18. Я понял. Не, я понял. Я работал с теми глюкометрами, которые обычно показывают уже нормальные значения. Уже чистые, что называется. Так, блин, где у меня бурбулятор-то? Что это у нас будет? 380. Разделить на 18. 21. Ну, тоже неплохо, блин, однако так получается. Тоже много, да. Ну. Так. Угу. Так. Сейчас, секундочку. Опять, блин, вниз проскочило вопросы. Так, где оно? Да. Почему от употребления каенского перца постоянно жидкий неоформленный стул? Не знаю, почему. Теоретически быть не должно. Как долго это такой стул? Есть две вещи. Либо действительно до сих пор, блин, там дохнут глисты, либо, значит, если слишком много непереваренной пищи в стуле, то раздражение кишечника может идти со всеми вытекающими отсюда последствиями. Не успевает переваривать, сбрасывает. Вот. Надо смотреть, надо разбираться подробнее. Информации пока маловато. Так. Угу. Так, расскажите, пожалуйста, если знаете о токсикорозе. Вывести токсикар из организма невозможно. Немазол бессилен, да, остальные методы, в общем-то, работают. Ну почему? У меня курс дегельминтизации, в том числе рассчитан на токсикару, в том числе рассчитан на ленточных глистов. Если, конечно, ленточный в тканях уже, так сказать, засел и теперь развивается именно в тканях, да, оттуда его не выковырнуть будет, только хирургическим путем. Вот. Если не в тканях, то в принципе вопросов никаких не будет. Там все работает. Курс предусматривает выведение токсикары, в том числе из легких и так далее. На сайте у меня много информации об этих вещах. Почитайте. Вот. В том числе доступных без регистрации. Так, где семена хорошие брать, а то вдруг Монсанто, говорят, уже все Монсанто. Не знаю. В магазинах что-то продается еще. Вот. Мы, например, вот этот перец, который выращиваем, с этого же перца и берем потом семена, потом заново их сажаем, и вот так по кругу. Да. Мои глисты перестали требовать шоколад, булки, сахар. Раньше был сладкоежка, теперь они требуют сала с чесноком. Это уже не глисты. Да. Значит, сделали исследование сосудов у веганов. Хреновые сосуды, ни одного со здоровыми сосудами. Ну, понимаете, как сказать, в свое время Авиценна говорил же, подобное надо лечить подобным. Что он имел в виду? Почему-то все это переводят как клин клином вышибают. Да ни хрена подобного, ребят. Понимаете, если есть проблемы с почками, да, надо есть почки. Говяжьи, свиные. Надо их просто готовить правильно. Кушать часто, но понемножку. Там не надо много, блин. Не надо это жрать килограммами. Это просто должно быть каждый день. По чуть-чуть, понемножку там. Хоть 100 грамм, но это должно присутствовать. Понимаете? Точно так же. Проблемы с сердцем. Надо готовить сердце.
говяжье, свиное, тушить, жарить, варить, надо есть. Вот именно на этих принципах основаны, например, те же самые цитамины. Вот в чем дело. Как-то так, ребятки. Поэтому, да, соединительную ткань вы где возьмете? Ну, только опять же мясо. Организму же надо чем-то себя строить из чего-то. Я понимаю, когда переходят через полное там длительное голодание не меньше 3 недель. Но и там организм как бы перезагружается, он может потом функционировать в таких ограниченных условиях. Но обычно этого не делают, просто отказываются от мяса и все. А это просто ограничение в питании получается. Так, у меня уже ноут, кстати, начинает садиться. Вот. Сколько у нас стрим идет? Сколько у нас идет стрим? Блин, после последней перезагрузки 11 минут. Сколько до этого-то было? Так, ну, в 7 начали. Ух ты, 2 часа уже. В принципе, можно даже завязывать с этим делом. Вот. Так. Банан с кайенским перцем. Да изумительно. Изумительно на самом деле. Вот раньше был такой замечательный рецепт. Значит, берете бананы, которые не совсем созрели, чистите, режете их, соответственно, вдоль, жарите на сливочном масле, вот, или вообще на топленом масле. Можно, кстати говоря, на оливковом тоже прикольно получается. Берете, соответственно, грейпфрутовый сок, добавляете туда либо апельсинового, либо чутка сахара, можно немножко лимонного туда капнуть. Вот. И когда вы бананы пожарили с одной стороны, переворачиваете их и заливаете вот этим вот соком. Накрываете крышкой и тушите. Вот. Если вы добавите в этот сок перчику красного, будет вообще изумительно. Десерт просто великолепный. Попробуйте. Штука классная. Быстро, просто, вот, дешево, сердито и вкусно. Но единственное, что его лучше готовить сразу и кушать пока свежий, теплый. Вот, холодный уже, ну, не то немножко. Так, происходили ли у вас в жизни необъяснимо аномальные вещи? Да, в принципе, нет. Всегда все было понятно. Вот, всегда все было понятно. Аномальные необъяснимые вещи. Какие, например? Ну, да, мертвяки ко мне приходили, да, общались. Вот, потому что я их слышал банально. Блин, ощущение, ну его, вот знаете, ну его нафиг, блин. Это такое ощущение, это вот как будто вас поставили под ледяной душ, причем он не только по шкуре, но и по костям течет. Это изнутри. Там все становится дыбом. Такое ощущение, что там, блин, вот, понимаете, шерсти нет. Ну вот как вот у животных, там у кошака, например, шерсть дыбом становится, или там волной вот так вот ходит от хвоста к загривку и обратно. Вот тут точно так же ходит, блин, вот эта вот волна вдоль позвоночника, блин. Те же самые ощущения. Ну да, приходили, пока не объяснил, что надо делать. Вот. Так это же понятно, кто пришел. Например. Ну да, было, у меня бабушка умерла, значит, а потом пришла пообщаться с внуком. Да, и извините, это было в это самое достаточно темно, свет был включен в комнате, на кухне не стал вот включать. Воды попил, что-то руки сполоснуть, в зеркало глянул, блин. Здрасте, бабушка. Ощущение, как в тех же самых фильмах ужасов. Ну да, блин, единственное понятно, что это родной человек пришел пообщаться. Ну, блин, эти вещи все объяснимые. И привидений видел, да. Может, седой поэтому рано. Вот таким вот образом. Таким вот образом. Да, салам, Магомедов. Все
все, завязываем тогда, значит, со стримом. Со стримом завязываем. 2 часа уже практически. И 111 минут. Николай Геннадьевич. 120 с лихером минут уже. Так. Гемоглобин. Еще раз. Говядина, печень, гранатовый сок, свекла. Свежая, вареная. В салате с чесноком, например. Зелень много. Так. В первую очередь вот таким вот образом. Так. Дальше. Угу. Да, это нехороший знак. Да. Если проблемы с головой, надо есть мозги. Обязательно. Без, еще раз говорю, без сарказма. Детям надо готовить телячьи мозги, да. Ну, потому что именно, понимаете, в телячьих мозгах именно то, что надо мозгам. Ну, без вариантов. Так. Знакомый 60, диагноз меланома, низкий гемоглобин. Переливают каждые 2 недели кровь, антибиотики не помогает. Пневмония, что делать? Это только на консультацию. Вот. Так я вам ничего не скажу, надо смотреть. Но в первую очередь правильно кормить и ферран. Без вариантов. Причем ферран концентрат чистый. Кстати говоря, значит, мне обещали, что в последние 2 недели декабря на ферран чистый будет скидка. Вот. Там вообще на, по-моему, на все ферран содержащие препараты будут скидки, причем хорошие. На концентрат что-то до 25 тысяч, по-моему, скидка будет. Так что имейте вот это хозяйство в виду. Вот. Сайт, соответственно, ferran.rf. Понятно, да? Вот. Еще раз, Ferran РФ и все. Никакой другой. Так. Нос с угрями, признак глистов. Угри — это всегда проблемы с микрофлорой. Так. Спасибо, Василий Андреевич. Пожалуйста. Так. Халву из кунжута. Ну, вообще изумительно, да? Вот, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Вот. В общем-то, все, ребятки. Сегодня у меня был и так очень интересный день. Да, сегодня день я провел со всеми своими 3 детьми и со всеми своими 2 внуками. Было весело. Вот так вот. Токсикара, бессилен боевой яд, который применяется. Ой, все это выгоняется, а потом уничтожается. Вот, да. Как-то так. Так что всем спасибо, кто пришел. Всем до свидания. Здоровья. Думайте своей головой. Вот. И пока. Так, где тут у нас кнопка? Вот у нас кнопка. Да, всем пока.